Всем привет! С вами TAF Project и долгожданный новый выпуск «Что посмотреть из аниме». Сегодня в нашей маленькой подборке мы посмотрим на 3 аниме, что были обделены широким вниманием зрителей, но обладающих большим плюсом в виде неожиданного поворота сюжета, а то и ни одного. Присаживайтесь перед своими экранами и готовьтесь обновлять свой список аниме к просмотру. Первым у нас на очереди будет аниме Код Квалидеи, выпущенное студией A1 Pictures в 2016 году. Возможно, некоторые из вас слышали про это аниме, а у кого-то оно до сих пор висит в запланированных. Но если вы ищете аниме на вечер, любите переворачивание сюжета с ног на голову, то вам определенно стоит оценить сие творение, несмотря на его не самые высокие оценки. Действие сюжета происходит в альтернативной вселенной, где вот уже несколько лет человечество ведет войну с неким неизвестным инопланетным врагом. Человечество проигрывает войну по всем фронтам, и дабы сберечь будущие поколения, всех детей погружают в криосон. Спустя годы детей пробуждают, и в них просыпаются доселе невиданные способности, что позволяет им противостоять захватчикам. Главными героями являются главы 3 городов – Токио, Тибы и Канагавы, и их заместители, что ответственны за оборону фронта в районе Токийского залива. Несмотря на шаблонность характеров, персонажи являются живыми и раскрываются через взаимодействие друг с другом. Здесь вам и ЧСВшный парень, что жаждет в одиночку разобраться со всеми пришельцами, вечно позитивная подруга, дуэт из брата с сестрой, что кажется максимально холодны друг другу, и потенциальная вайфу всего тайтла и ее телохранительница. В общем, классический набор в деле. Сюжет поначалу не богат на разъяснения и может создаться впечатление, что вы смотрите абсолютно второсортное аниме про школьников с суперспособностями, которое еще и разваливает всех врагов одной левой, а вся история с пришельцами служит лишь для стартовой завязки. Однако, спустя несколько серий история выходит из топорного состояния, забрасывая героев в закручивающийся водоворот событий и на пике переворачивая все понимание происходящего на 180 градусов. Даже некоторые второстепенные персонажи раскрываются для зрителя с другой стороны. В общем, любители сюжетных поворотов останутся довольны. Конечно, аниме не идеально, и несмотря на то, что производством занималась A1 Pictures, видно, что бюджет на этот тайтл выделили не самый большой, что сказывается на качестве рисовки. Это, конечно, не Камичама Карин, но явно чувствуется, что пожмотились. Также от этого страдает сюжет, ведь всю историю уместили всего в 12 серий, чего явно недостаточно, чтобы в полной мере раскрыть всех 6 главных героев. Вряд ли вы будете его пересматривать даже спустя несколько лет, однако, несмотря на недостатки, это аниме более чем достойно для одного просмотра. Далее в нашем списке идет Крест Анж, Ронда Дракона и Ангела от студии Sunrise. Сразу скажем, да, это меха. Но они здесь не основная тематика и больше служат для фона, так что можете смело смотреть. Добро пожаловать в будущее. Человечество изобрело особую технологию, называемую маной, по своим свойствам похожую на магию. С ее помощью на Земле удалось создать идеальный мир без войн, голода, экологических проблем и насилия. При этом в мире существуют нормы. Люди, не способные использовать ману и разрушающие ее действия. К ним относятся как к отвратительным существам, считая их вещами, а не людьми. История начинается в империи Мицуруги, когда главная героиня, первая принцесса империи Анжелиза, готовится впервые принять участие в политической жизни страны. Однако в результате внутрисемейного заговора всем жителям империи становится известно, что Анжелиза сама является нормой. В результате ее задерживают, лишают титула и отправляют на отдаленный остров, что служит тюрьмой и военной базой, где всем нормам уготована участь солдат, что защищают человечество от гигантских драконов, что вторгаются на Землю из другого мира. Само аниме выглядит очень удачной смесью Гуррен Лагана, Код Гиаса и Клеймора. Да, звучит это довольно странно, но это тот редкий случай, когда множество разных тем удачно сплетены в один сюжет и не превращаются в непонятную кашу. Здесь повседневность перетекает в военную тематику, постепенно добавляя в сюжет романтику, фантастику и драму. Возможно, первые серии могут создать впечатление, что все 25 серий будут переполнены юрией и жестокостью, но мы настойчиво советуем вам не поддаваться на подобные мысли, ведь дальше вас ждет поистине хорошая история, где будут раскрыты темы человеческой ненависти, эгоизма, самообмана и стадного инстинкта. Проще говоря, в аниме раскрываются по-настоящему взрослые темы. Герои здесь интересные и уникальные, и каждый из них обладает собственной мотивацией. Рисовка пусть и не хватает звезд с небес, но для 2014 года выполнена на хорошем уровне, да и сейчас смотрится вполне неплохо. Отдельно
Стильные композиции саундтрека хочется добавить себе в плейлист. И, конечно же, хороши здесь сюжетные повороты, коих здесь не один, и некоторых из них по-настоящему не ожидаешь. За весь сюжет представление о мире в аниме у вас изменится не один раз. Конечно, у вас может закрасться вопрос, что не может быть в аниме все так хорошо по всем фронтам, иначе все о нем бы уже знали, и вы будете в чем-то правы. Аниме действительно обладает рядом минусов, но все они равномерно разбросаны. В сюжете все же присутствует парочка необъясненных роялей из кустов. Мотивация некоторых персонажей прослеживается нечетко, в некоторых сценах все же есть перебор с идейной частью и тому подобное. Но все же повторимся, что несмотря на присутствующие минусы, все многочисленные части этого аниме очень хорошо сочетаются между собой, а само оно оставляет яркий след в памяти, и вернуться к нему спустя некоторое время вы точно захотите. И последним на сегодня аниме, что достойно вашего внимания, являются маленькие проказники. Само аниме является адаптацией одноименной визуальной новеллы от студии Key Little Busters о группе школьников, что знакомы с детства и называют себя маленькими проказниками. Свой последний год в старшей школе главный герой Наоэ Рики и его верный друг Нацуме Кёске решают провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые дни. Вернее, это решает Кёске, главный заводила и душа компании, теперь убежденный, что друзья обязаны сколотить школьную бейсбольную команду и всех победить. Правда, у ребят нет не только никакого опыта игры в бейсбол, но и достаточного числа игроков. Потому Рики в добровольно-принудительном порядке отправляется зазывать первых попавшихся к ним в команду. По ходу аниме мы будем смотреть на приятное времяпрепровождение героев, наполненное легким юмором и периодически возникающей драмой, связанной с прошлым героев, коих здесь немало, и у каждого из них за душой своя травма. Однажды нам намекнут, что у этого мира есть тайна, но раскрытия придется ждать до второго сезона. Так что сразу будьте готовы к тому, что это больше подойдет для неторопливого вечернего просмотра. Но чем ближе к концу, тем больше непонимания происходящего будет у вас складываться, в конце раскрывая драматическую историю не хуже, чем у другой работы студии Key «Ангельские ритмы». Рисовка в аниме довольно простая и не напрягает глаза, что только способствует плавному и расслабленному просмотру, а музыкальное сопровождение представляет собой слегка переделанные композиции из оригинальной визуальной новеллы. На самом деле, само аниме во многом очень близко по духу ангельским ритмам, но не по длительности. Здесь большая часть 39 серий посвящена раскрытию истории персонажей, а главная загадка истории раскрывается за несколько серий. Возможно, кого-то это отпугнет от просмотра, но на наш взгляд это наоборот позволяет сильнее привязаться к персонажам и глубже прочувствовать финальную драму. И ради этого аниме определенно стоит посмотреть. А для тех, кому история зайдет, есть продолжение в виде полнометражного фильма Кудвафтер, также снятого по визуальной новелле от Key. А на этом у нас все. Это были 3 тайтла с неожиданными поворотами сюжета, которые стоит оценить, когда вы не знаете, что посмотреть из аниме. Ставьте лайки и пишите в комментариях, о каких еще аниме вы хотите услышать или порекомендовать другим, что посмотреть. А с вами был Tough Project. Еще услышимся.